Одной из ярчайших страниц в истории уральского камнерезного искусства является производство печати. Оно началось в конце 18 столетия и к середине 19 века приобрело поистине глобальные масштабы. Сегодня очень трудно оценить количество печатей, созданных уральскими мастерами, но мы уверенно можем говорить о десятках тысяч этих предметов. Маленькие столбики из горного хрусталя, дымчатого кварца, аметиста, всевозможных яшм и родонита, иногда даже мягкого малахита заполонили письменные столы русской аристократии. С началом всемирных выставок они попадают и на международный рынок, и сегодня в коллекциях большинства музеев мира можно увидеть узнаваемые профили уральских хрустальных печатей. Производство печати состояло из нескольких этапов. На первом создавали, собственно, то, что называлось столбиком, то есть ручку печати и гладкую пока еще матрицу. Столбики простые постепенно усложнялись. Известно, что во время визита на Урал императора Александра I, посетив гранильную фабрику, он задал мастерам вопрос: «А почему вы не делаете круглые ручки?» И с этого момента в оборот поступают печати, ручки которых приобретают форму правильного шара. С развитием камнерезных технологий, увеличением рынка, а также ростом количества кустарей к печатям простых геометрических форм добавляются более сложные в форме человеческих лиц, всевозможных зверей. Знаменитая форма уральской печати в виде лошадиной головы удивительным образом напоминает нам фигуру шахматного коня. Вполне вероятно, что это совпадение не случайно, ведь шахматы классические, с конскими головами, заимствованными из мраморов, вывезенных лордом Элдвином из Парфенона, из Афин, появляются в XIX веке и моментально приобретают популярность по всей Европе. Поверхность камня могла обрабатываться полировкой, резьбой, гравировкой, могла оставаться матовой. Приобретя такую печать, можно было тут же заказать изображения на матрице. Они могли быть с гербами, инициалами под дворянской или графской короной. Подобными печатями пользовались не только простые обыватели, но и члены императорской семьи. И сегодня собрания крупных российских музеев содержат такие печати. Иногда заказывали печать для повседневного обихода или по какому-то случаю. И тогда на печати могли появляться атрибуты купеческой деятельности, могли появляться сердца, пронзенные стрелой. Очевидно, они предназначались для определенного рода корреспонденции. Кроме того, большую популярность приобрели многогранники. Каждая грань такой печати украшалась изображением знака зодиака. Они служили своеобразными средствами датировки письма, позволяя увидеть не только от кого оно, но и когда было отправлено.